Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Power Device. Наконец-то на мой Realme GT Neo 2 прилетела оболочка Realme UI 3.0. Сейчас в правой руке у меня находится Realme 9 Pro Plus, а в левой, как вы уже поняли, Realme GT Neo 2. Так вот, к чему все это я говорю. Сейчас здесь на обоих смартфонах находится оболочка Realme UI 3.0. При этом, как я уже сказал, на GT Neo 2 она пришла буквально вчера, 12 апреля. А на 9 Pro Plus она была из коробки. После того, как Neo 2 обновился, список изменений оказался очень большим. Сейчас, естественно, я зачитывать его не буду, но все скрины я выложил в своей группе ВКонтакте. Изменений здесь очень много. В основном они касаются оптимизации системы, безопасности и конфиденциальности, а также оптимизации в играх. Также есть некоторые незначительные обновления в камере и в специальных возможностях. Но в целом скажу, что все это обновление каких-то особых изменений в смартфоне не несет. И в основном здесь просто переработано все вот это меню. Разработчики поменяли местами некоторые пункты, а также настройки. Доработали различные анимации при открытии приложений. Они стали более плавными. Ну и конечно же в новой оболочке все-таки есть некоторые заметные изменения. Давайте сегодня о них и поговорим. Вообще мне стало очень интересно, отличаются ли оболочки Realme UI 3 на разных моделях смартфонов. Сейчас по ходу видео покажу вам, какие изменения есть в этих одинаковых оболочках. Напомню, что на этом оболочка 3.0 была уже из магазина, а на этот пришла совсем недавно. Также затронем функцию лаборатории Realme. Я вам покажу, можно ли измерение пульса вот из этого смартфона перенести на какие-то другие Realme, у которых уже есть оболочка 3.0. А также дам последнее обновление на приложение игры. Чтобы все это не пропустить, досмотрите видео до самого конца. Итак, давайте начнем по порядку изучать обновления и отличия оболочек в этих смартфонах. Зайдем в настройки. Первое отличие находится в главный экран и экран блокировки. В основном все пункты здесь одинаковые, но на GT Neo 2 есть обложка экрана блокировки. Можно включить автообновление. Теперь, когда вы разблокируете смартфон, будут появляться вот такие обложки, и каждый раз они будут обновляться. Также эти картинки вы можете выбирать по категориям. Ставьте галочку на нужной категории, нажимаем «Сохранить». После автоматического обновления картинки будут изменяться в соответствии с выбранной категорией. Также, к слову, добавлю, что эта функция связана с магазином тем. И если после обновления смартфона она сама собой не появилась, то вам нужно установить магазин тем. Как его установить, ищите на моем канале. В плейлисте «Настройка и фишки смартфонов». На 9 Pro Plus здесь такой функции нет, но зато добавляется функция «Ярлыки на экране блокировки». К слову говоря, ярлыков на экране блокировки нет на GT Neo 2. Здесь нужно выбрать элемент, который будет отображаться на экране блокировки для быстрого вызова, например, помощник Google. Теперь на экране блокировки он появился вот здесь, для быстрого вызова. Кстати, здесь почему-то у меня не активен пункт «Элементы управления устройствами». Если он активен у вас, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Далее давайте зайдем в экран и яркость. Прокручиваем немного вниз. И вот здесь есть такие интересные пункты. На GT Neo 2 есть функция повышения резкости видео, улучшение цветопередачи в видео, а также яркий режим для HDR видео. На 9 Pro Plus есть функция только улучшения цветопередачи в видео. Остальных двух здесь нет. Итак, что же они дают? Повышение резкости видео. Если мы активируем эту функцию, то повышается четкость видео с низким качеством, но при этом увеличивается расход заряда батареи. Далее улучшение цветопередачи в видео. Она же есть и на Realme 9 Pro Plus. Эта технология позволяет расширить цветовую гамму для более качественной визуализации. То есть, по сути, этой функцией вы активируете HDR-картинку. Ну и на Realme GT Neo 2 есть еще одна дополнительная функция, которой нет на 9 Pro Plus. Это яркий режим для HDR видео. Он позволяет увеличить яркость при воспроизведении HDR видео. То есть все эти функции по сути направлены на улучшение картинки видео. Да и вообще получается, что разработчики GT Neo 2 делали уклон на его экране, так как максимальная его частота обновления экрана 120 Гц, а у 9 Pro Plus только 90.
Друзья, у меня возник вопрос, какой из этих двух смартфонов вам больше нравится? По большому счету у 9 Pro Plus по его характеристикам всего лишь лучше идет модуль камеры. Он более новый и по заявлениям Realme делает снимки гораздо лучше своих предшественников. Но в остальном, как мне кажется, GT Neo 2 будет помощнее и поинтереснее. Можно будет сделать обзор и сравнение этих камер, посмотреть, какова у них разница. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше и зайдем в уведомления и строка состояния. С первого взгляда кажется, что эти меню разные, но на самом деле они практически одинаковые. Почему-то на 9 Pro Plus с такой же оболочкой это меню немного переработано, и оно более понятное. Например, здесь есть такие функции, как строка состояния. И вот только на 9 Pro Plus есть пункт «Стиль батареи». Вы можете поменять иконку батареи, либо ее вообще отключить. В новой оболочке GT Neo 2 почему-то такой функции нет. Остальное все есть. Например, вот здесь вы можете отключать значки. Давайте запустим Bluetooth. Его значок появляется. Если он вам мешает, можете его отключать. На GT Neo 2 такая функция находится вот здесь, значки состояния. А вот значок батареи почему-то на GT Neo 2 поменять невозможно. Также, конечно, стоит отметить пункт батарею, который полностью обновился на GT Neo 2 с приходом Realme UI 3.0. С 9 Pro Plus отличий нет. А вот на UI 2.0, как я уже сказал, половины этих функций вообще не было. Например, вот этого графика разряда батареи. Здесь можно включать режим энергосбережения, а также режим суперэнергосбережения. Если зайти в расширенные настройки, можно активировать оптимизированную ночную зарядку. Ну и вот здесь, к слову, добавлю, друзья, что есть очень интересная функция «Быстрое замораживание приложений». И почему-то на моем GT Neo 2 она не работает. Я нажимаю, она вылетает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас пришло Realme UI 3.0, работает ли у вас эта функция. На 9 Pro Plus она работает. Эта функция, по сути, значительно помогает сохранить заряд батареи. Вы просто выбираете здесь те приложения, которые будут заморожены после их закрытия. Функция действительно работает. Также в пункте «Батарея» советую вам использовать вот эту функцию «Рекомендованные оптимизации». Здесь вы можете посмотреть, что вам рекомендует смартфон, для того, чтобы не расходовать много заряда. Дальше, если зайти в специальные функции, здесь вообще нет никаких изменений. Кстати, все эти функции также были и на Realme UI 2.0. Гибкие окна, быстрое возвращение и так далее. По сути, в этом меню никаких новых функций не добавилось. Дальше умные сервисы. Здесь также ничего не добавляется, единственное, на моем GT Neo 2 есть интеллектуальный помощник. Это та функция, когда вы на главном экране делаете свайп вправо. Появляется умный помощник с разными виджетами. Как его установить, есть на моем канале, можете пройти посмотреть. Дальше давайте зайдем в лабораторию Realme. Посмотрите, друзья, на Realme 9 Pro Plus есть измерение пульса. Это один из немногих смартфонов, где есть такая функция. Работает она через подэкранный сканер отпечатков пальцев. На Realme GT Neo 2 такого нет, но я достал эту функцию отсюда и закинул сюда. Но, друзья, скажу, что у меня она работает некорректно. Когда я прикладываю палец, почему-то смартфон пишет «Отпечаток пальца не обнаружен». Также у меня есть информация, что на некоторых смартфонах эта функция будет работать, на которых, естественно, будет оболочка 3.0 и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Установка этой функции обычная, просто через APK-файл. Если хотите, можете установить это на свой девайс, возможно, у вас заработает. Ссылку на скачивание этой функции я оставлю внизу под роликом в описании. А также, друзья, я бы хотел поговорить о мастере игр, а точнее о его обновлении. Запустим игру PUBG. Что здесь хочется сказать? Наконец-то с приходом Realme UI 3.0 появилось изменение голоса. Персонажей немного, но все же. Все это исправно работает. И вот если эту функцию сравнивать с 9 Pro Plus, то здесь практически все идентично. Также есть запись с экрана, игровые фильтры, оптимизация, состояние системы и так далее. Но вот одна функция все-таки отличается.
Это выбор игрового режима. И почему-то на 9 Pro Plus он более старый. Посмотрите эту функцию на GT Neo 2. В описании обновления оболочки сказано, что именно эта функция позволяет оптимизировать вам игры. Телефон не будет так сильно греться и расходовать батарею. Конечно же, друзья, версию этой функции я вынул из GT Neo 2. Можете ее скачать по ссылке в описании. В старом виде она выглядит вот так. Если у вас так же, можете обновить. Такой APK-файл вы скачаете, просто его установите. Кстати, измерение пульса устанавливается точно так же. Снова запускаем игру. Как видите, настройки быстродействия обновились. Не забывайте, что все эти обновления подойдут только на Realme UI третьего поколения. В целом же, друзья, с прилетом Realme UI 3.0 не ждите каких-то супер улучшений. Как я уже сказал, в основном это просто переработанное меню, а также некоторые оптимизации. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки этому видео, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и хороших настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!